Глава 486. Талисман воплощения. В решающий момент Мэн Хуцзы поднял голову и уставился в центральный район платформы. С ледяным лицом он громко закричал: «Кто там?» «Кажется, ты ошибся, дорогой». Затем он отправил удар, который сотряс его бороду, высвобождая огромную, 3-метровую руку, хватая воздух. Раздался звон, и появилось излучение лазурного светового барьера. Лазурный световой барьер остановил атаку золотой руки, являя внутри себя белый силуэт. «Это ты?» «Дворец звезд!» Раздались удивленные крики эксцентриков дьявольского и праведного «да», а их выражения на лицах значительно изменились. Цзиньнин с мрачным выражением на лице проговорил: «Старейшина Дворца звезд, как ты здесь оказался?» «Ты же говорил, что не собираешься входить во внутренний зал». Старик в белом не стал отвечать Цзиньниню, а вместо этого обратился к Мэн Хуцзы. «Эх, кажется, мне не повезло. Я не ожидал, что появление небесного котла вызовет столько проблем, и мне придется использовать защитную технику против ледяной ци, в результате чего я выдал свое присутствие. Похоже, Мэн Хуцзы обладает самым высшим уровнем культивации среди всех вас». Совершенно спокойным выражением на лице проговорил старик. Хотя Цзинь-инь рассердился, но он не осмелился выступить против кого-то из Дворца звезд. Культиваторы праведного «да» тоже не рисковали, а только молча смотрели на старейшину Дворца звезд. «Стоп, а где второй?» «Хань Ли, будь осторожен». Кровавый паук, как только появился старейшина Дворца звезд, Цинь начал бормотать про себя. Выслушав слова старшего дворца, он тут же стал очень бдительным. Внезапно он вспомнил что-то и поспешно закричал. Услышав это, Хань Ли был ошеломлен. Прежде чем он понял, что происходит, с другой стороны алтаря вырвались 2 полосы сверкающего белого света. Каждая из них пронзала воздух в направлении к Хань Ли и кровавого паука. Затем, на том месте, откуда исходили атаки, появился старик в белом. Цвет лица Хань Ли побледнел. Быстро, слишком быстро. Это была единственная мысль, которая мелькнула в голове Хань Ли, когда он увидел, как белый свет вспыхнул в его направлении. Он сделал единственное, что мог сделать в тот момент. Он поднял нефритовый скипетр и заблокировал им грудь. Птыщ! Хань Ли почувствовал огромный удар по своим рукам, а затем потерял все ощущения. Он упал с неба, не чувствуя ничего, кроме жгучего ощущения в его груди, а также слабых звуков ветра и яростного крика, пока он падал с неба. Прежде чем Хань Ли смог остановить свое падение, он почувствовал боль в спине. Его тело рухнуло на световой барьер, который внезапно появился. Старейшина Дворца звезд вскрикнул, не веря своим глазам. Он был удивлен том, что он не смог уничтожить такого слабака, как Хань Ли, за один удар. Поскольку его магическое сокровище, пронзающий солнечный меч, не смог расщепить Хань Ли с такого короткого расстояния, Хань Ли, должно быть, носил защитное сокровище высшего ранга. Однако его не очень интересовал результат его удара, он тут же перевел свой взгляд на алтарь. Кровавый паук был разрублен на 2 половины. Его кровь текла по земле, и небесное ледяное пламя стало погружаться обратно в отверстие. У 2 оставшихся огненных питонов не хватало сил, чтобы продолжать тянуть небесный котел. Глядя на это, старик в белом был полностью доволен и возвратил свои мечи. Затем он убрал их и улыбнулся в сторону побледневших лиц культиваторов праведного и дьявольского «да». Из-за того, что культиваторы зарождающейся души сосредоточили свое внимание на другом старейшине, они не смогли вовремя среагировать на подлую атаку на Хань Ли и кровавого паука. Глядя на то, что кровавого паука убили на их глазах, в их глазах загорелась ярость. Мэн Хуцзы больше не сомневался в том, что нужно делать. Он громко выругался и хлопнул в ладоши, в результате чего из его тела вырвался золотой свет. Но прежде чем Мэн Хуцзы смог сделать что-нибудь еще, старейшина Дворца звезд, который атаковал только что, покрылся пятнами белого света и исчез. Все, что осталось от него, золотой талисман, который рухнул на пол. То же самое произошло и с другим старейшиной. Он исчез в пятнах света с улыбкой на лице, оставляя после себя такой же золотой талисман. Мэн Хуцзы быстро подавил ярость на лице и пробормотал: «Талисман воплощения». Они решили выпендриться своим богатством, вместо того, чтобы прийти сюда сами. Они сделали это, чтобы мы не смогли поквитаться с ними. Остальным тоже ничего не оставалось, кроме как беспомощно наблюдать за тем, как на землю падали золотые талисманы с мрачным выражением на лице. Как только талисманы коснулись земли, они самовоспламенились и превратились в пепел. В тихом, укромном уголке 5-го этажа внутреннего зала 2 старика в белом сидели в темноте, скрестив ноги, с закрытыми глазами. Один из них медленно произнес с радостным голосом: «Хорошо, что мы пошли за ними. В противном случае, небесный котел бы уже был у них в руках. Однако наше воплощение обнаружили слишком рано.
Иначе мы смогли бы действовать, пока они сражались за небесный котел. Они бы были так заняты сражением друг с другом, что мы бы сами смогли захватить сокровища. С небольшим сожалением произнес другой старик. Хех, не стоит быть таким жадным. Это была оптимальная возможность саботировать попытки праведного и дьявольских приобрести сокровища, и мы достигли достойного результата. Однако мы всего лишь отсрочили этот кризис. Следующее открытие небесного зала все равно будет проблемой. Хмурый голос сказал: возможно, но я все равно бы хотел быть там, когда кому-то удастся захватить сокровище. Я действительно хотел бы знать, на самом ли деле небесная таблетка такая же чудесная, как о ней говорят, и что она на самом деле способна восполнить недостатки нечистых духовных корней или усовершенствовать новые небесные духовные корни. Это совершенно невообразимо. Жаль. Однако мы почти достигли нашей цели. Для нас это было бы пустой тратой времени. Хотя, как ни странно, неизвестно, откуда пошли эти слухи, но многие из эксцентриков зарождающейся души полностью в это поверили. Что эта таблетка способна как продлить жизнь, так и прорваться через узкое место стадии зарождающейся души. Если это правда, то можно было бы достигнуть архиепископа 6 путей, а также безумной Матроны. Но, к сожалению, небесная таблетка — единственное, что способно значительно увеличить шансы на то, что культиватор стадии формирования ядра действительно перейдет в стадию зарождающейся души. Вот почему создать небесную таблетку слишком сложно, с насмешкой сказал первый голос. ГМ. Как культиваторы стадии формирования ядра смогли дойти до сюда? Кроме того, те культиваторы зарождающейся души были такими же, как и мы. Они много лет культивировали, но оказались не в состоянии продвинуться вперед. Вот почему они возлагали все свои надежды на приобретение знаменитой небесной таблетки. Это была их последняя надежда. Если бы мы все еще были молодыми, мы бы определенно предприняли все попытки приобрести эту таблетку. Мы бы постоянно об этом думали. Услышав эти слова, первый голос замолчал, будто молча согласился. Нам пора уходить. Лучше нам не попадать под горячую руку. После этих слов во тьме воцарилась тишина, как будто там никого не было. Они совершенно не ошибались в своих предположениях. Культиваторы праведного и дьявольского были в бешенстве и чувствовали себя дольно подавленными. Однако все они были хитроумными и смогли быстро восстановить свое спокойствие. Они знали, что не стоит злиться на действия Дворца Звезд. Вместо этого культиваторы праведного и дьявольского продолжали сражаться между собой. Когда Ханьли поднялся, он обнаружил, что находится на световом барьере, который заблокировал его падение. В этот момент он в ужасе смотрел на свои руки. Они превратились в кровавое месиво, между большим и указательным пальцами была прореха. Однако Ханьли долго не разглядывал свои руки, вместо этого он сосредоточился на нефритовом скипетре, который он сжимал в правой руке. Вань Тиньмин кашлянул, как будто хотел что-то сказать культиваторам дьявольского но в этот момент огненные питоны Цзень и не достигли предела своих сил и громко завопили, приняв свою изначальную форму. Небесный котел с грохотом рухнул вниз. Все невольно перевели свой взгляд на это, даже Вань Тиньмин, который хотел было что-то сказать. Цзень Инь выглядел особенно мрачным, а в его глазах появилось сожаление. В этот момент произошло нечто совершенно неожиданное, когда небесный котел падал, в него будто что-то врезалось, и он издал драконий рев. Затем, с тяжелым грохотом, из-под синего пламени выстрелил в воздух световой радужный шар размером с кулак. Небесная таблетка. И культиваторы праведного и культиваторы дьявольского прокричали в унисон, выражая свое восхищение. Глава 487. Воплощение зарождающейся души. Как только появилась небесная таблетка, в небе начался хаос. Еще мгновение назад они готовы были заключить мир, но сейчас все они метнулись в направлении появившегося радужного света, превратившись в полосы света. Но на полпути их огни переплелись, в результате чего никто из них не смог сдвинуться ни на шаг. На мгновение вспыхнуло сияние, и дьявольская ци стала рассеиваться гораздо интенсивнее, чем раньше. Радужный свет тем временем неподвижно плавал над отверстием, словно ожидая, когда его схватят. Теперь все могли четко видеть лекарственную таблетку толщиной в дюйм, вращающуюся внутри радужного светового шара. Каждый раз, когда пилюля поворачивалась, световой шар мерцал так, словно был живым существом. При виде этого культиваторы зарождающейся души стали еще более пылкими. Учжоу и Костяной Мудрец оба были словно загипнотизированы, наблюдая за битвой, разворачивающейся в небе. Учжоу внезапно услышал холодный голос Цзень Иня у себя в ушах. «Ты идиот! Чего пялишься? Скорее хватай небесную таблетку!»
Услышав это, Учжоу пришел в себя и тут же метнулся к радужному световому шару, превратившись в облако черной ци. В этот момент костяной мудрец тоже принял меры. Однако он совсем не интересовался небесной таблеткой. Вместо этого он превратил свои руки в дьявольских зеленых питонов, выстрелив прямо в спину Учжоу. Хотя нападение зеленых питонов было довольно тихим, Учжоу почувствовал это. Он поспешно повернулся и заблокировал атаку. «Как ты посмел напасть на меня?» Учжоу вспыхнул яростью и тут же высвободил свою черную ци в направлении костяного мудреца. Костяной мудрец холодно усмехнулся и безмолвно высвободил в ответ облако зеленой призрачной ци. «Мэн Хуцзы, что делает твой младший?» Яростно закричал Цзень-инь, заметив действие костяного мудреца. Мэн Хуцзы метнул в направлении Вань Тиньмина золотой свет, а затем заревел, что делает. «А разве не очевидно? Он пытается блокировать твоего ученика от монополизации небесной таблетки. Ты действительно думал, что раз мы товарищи по дьявольскому «да», то я действительно позволю тебе захватить небесную таблетку?» Ты, услышав это, Цзень-инь побледнел от гнева. Слова Мэн Хуцзы тут же разрушили альянс между культиваторами дьявола «да», оставив приобретение небесной таблетки на волю случая. Но такое развитие событий было неизбежным с самого начала их альянса. Поскольку небесный котел не был захвачен, то появилась только одна небесная таблетка. Естественно, каждый хотел приобрести ее. Не говоря уже о культиваторах дьявольского «да», даже у культиваторов праведного «да» были аналогичные мысли. Цзень-инь прекрасно понимал, что в разгар битвы не было времени выяснять отношения. Он успокоился и решил использовать свои небесные трупы, чтобы захватить небесную таблетку, то он также не мог игнорировать технику старого фермера. Если он высвободит даже одного демона, то старый фермер тут же использует зеленую нить, чтобы поймать его. Так что ни один небесный труп не сможет сбежать. Эта ситуация заставляла его сжимать зубы от ненависти как к фермеру, так и Мэну Хуцзы. Однако ни один Цзень-инь думал так. Каждый из культиваторов стадии зарождающейся души думал точно так же и пытался найти способ, чтобы сбежать от битвы и захватить сокровище. К сожалению, все старые эксцентрики действовали исключительно хитро и лживо, ни один из них не смог бы легко вырваться из драки. В конце концов, было намного проще задержать кого-то, чем полностью избежать битвы. Пока в небе шло ожесточенное сражение, никто не обращал внимания на Ханьли. Ханьли был очень удивлен, что ему удалось выжить атаку старейшины Дворца Звезд. В конце концов, он был поражен магическим сокровищем культиватора зарождающейся души, но, глядя на свою грудь, он заметил, что был спасен императорской чешуйчатой пластиной, которую ему одолжил Мэн Хуцзы. Часть его верхней одежды была сожжена дотла, показывая сверкающие серебряные чешуйки, которые были под ней. Однако в самом центре брони была небольшая вмятина. Ханьли обрадовался, увидев это. Хорошо, что он решил надеть броню. К тому же, после такой интенсивной атаки она осталась практически неповрежденная. Ведь только благодаря этой броне его жизнь была спасена. Однако Ханьли четко понимал, что самой важной причиной, по которой он выжил, был красно-желтый нефритовый скипетр. Как только атака противника вплотную приблизилась к нефритовому скипетру, Ханьли заметил краем глаза, что из скипетра вышла серебряная волчья голова и поглотила большую часть удара. В противном случае, несмотря на удивительную оборонительную силу его брони, она не осталась бы нетронутой. В этом случае он бы получил тяжелую травму, даже если бы атака не проникла в броню. Ханьли хотел продолжить изучение настоящих возможностей скипетра, но сейчас было неподходящее для этого время. Когда он убрал скипетр, он почувствовал сильную боль между указательным и большим пальцем на своей руке. Ханьли стиснул зубы, а его руки сверкнули белым светом, заживляя его раны со скоростью прямо у него на глазах. В то же время он заметил, что случилось с его кровавым пауком. В глазах Ханьли мелькнула печаль, но он тут же пришел в себя. Он подполз к краю светового барьера, который держал его, и бесшумно слетел по ступенькам. Согласно его исключительной памяти, поскольку эти механические куклы не могли появиться снова, он мог с легкостью спуститься на предыдущий этаж без всякой опасности. Это было бы намного лучше, чем оставаться здесь и дожидаться милости старых эксцентриков. В конце концов, поскольку его кровавый паук погиб, Ханьли для них потерял всякую ценность. Поскольку у него не было каких-либо защитных талисманов, он не мог доверить свою жизнь доброй воле тех культиваторов дьявольского «да». Для Ханьли было лучше, чтобы он взял свою жизнь в свои руки, более того, попытка захватить небесный котел потерпела неудачу. Разве то, что даже если этим старым дьяволам все-таки удастся захватить небесную таблетку, означало, что они не будут разгневаны на него? Он был уверен, что станет их грушей для битья. С этой мыслью движения Ханьли стали еще более скрытными.
Молча пролетев около 40 метров, он вдруг услышал голос. «Ханьли, куда это ты собрался?» Хотя голос костяного мудреца был спокойным и мягким, этого было достаточно, чтобы Цзень, Инь и другие услышали его. В мгновение Цзень, Инь и Мэн Хуцзы бросили ледяной взгляд на Ханьли, заставив его остановиться на месте. Проклятый костяной мудрец. Увлекшись культиваторами дьявольского «да», Ханьли решил, что не будет проблем с побегом от них. В мгновение ока он покрыл себя световым барьером, однако один Цзень Инь мог с легкостью убить его. Костяной мудрец ухмыльнулся. Все это время он наблюдал за Ханьли своим духовным чутьем. Несмотря на то, что ему удалось разобраться с Учоу, он не проявил никакого намерения приобрести небесную таблетку, в результате чего его намерения были неясны. Вернувшись, Ханьли бросил на него ненавистный взгляд, и в его голове возникло подозрение. «Мэн Хуцзы, если ты не отступишь, пеняй на себя», — грозно сказал Ван Тиньмин. Несколько раз пострадав от атак Мэн Хуцзы, Ван Тиньмин наконец-то впал в ярость. Мэн Хуцзы был несколько взволнован этим, но вскоре он ухмыльнулся и небрежно сказал «небесная мина». Возможно, Цзень и Цинь бы испугались этого, но только не я, он четко давал понять, что не верит словам Ван Тиньмина. Лицо Ван Тиньмина побледнело, он сжал зубы в гневе и сказал «хорошо, хорошо». «Мэн Хуцзы, ты сам решил стать свидетелем настоящей силы моего небесного искусства». Сказав это, он больше не колебался и стукнул себя по макушке. Раздался громкий возглас, сопровождаемый фиолетовым светом, который выстрелил из его головы. Через мгновение у него в метре над головой завис двуглавый обнаженный младенец. Фиолетовый свет окутал все его тело, в результате чего его кожа казалась мягкой и нежной. Но более шокирующим было то, что его лицо было таким же, как у Ван Тиньмин, и что в его руках был сверкающий фиолетовый шар. Небрежное выражение лица Мэн Хуцзы тут же изменилось. Он пристально взглянул на него и сказал: «Воплощение зарождающейся души. Ван Тиньмин, ты действительно хочешь уничтожить свою душу? Моя жизнь уже почти достигла своего предела. Какая разница, умру я сейчас или чуть позже, если я не смогу приобрести небесную таблетку? В худшем случае я вступлю на путь реинкарнации воина». Сказав это, его зарождающаяся душа нахмурилась, словно ему было тяжело говорить. Как только зарождающаяся душа Ван Тиньмина появилась, он закрыл глаза его физического тела и стал совершенно неподвижным, словно потерял сознание. Глава 488. Битва за лекарственную таблетку. Реинкарнация. Размечтался. Ты не боишься, что я уничтожу твою зарождающуюся душу? Тебе не видать следующей жизни, хладнокровно сказал Мэн Хуцзы, глядя на зарождающуюся душу Ван Тиньмина. Если у тебя хватит на это сил, то пусть будет так. Но вместо того, чтобы тратить время на пустую болтовню, может, лучше сначала проверим. Сказал младенец и бросил в два шара своими руками. Как только фиолетовые шары покинули руки, они тут же увеличились в несколько раз и метнулись в направлении Мэн Хуцзы. Глаза Мэн Хуцзы расширились, а его лицо исказилось от гнева. Он яростно ударил себя по груди обеими руками, и у него над головой вспыхнул золотой свет. Над его головой появился двухдюймовый младенец с позолоченной кожей и лицом Мэн Хуцзы. Он выглядел больше, чем душа Ван Тиньмина. Его глаза были закрыты, а в руках он держал небольшой лазурный щит. В центре лазурного щита был сверкающий драгоценный камень. Хотя зарождающаяся душа человека Хуцзы была с закрытыми глазами, она могла чувствовать приближение фиолетового светового шара. Он поднял щит в руках и, спустив легкий барьер, который тут же покрыл все тело Мэн Хуцзы за доли секунды до того, как фиолетовые световые шары поразили его тело. Другие культиваторы зарождающейся души были ошеломлены появлением воплощений зарождающихся душ. Поскольку оба воплощения зарождающихся душ появились, это означало битву не на жизнь, а на смерть. Взрыв потряс небо, и световой барьер, окружавший каменную платформу, выплеснул фиолетово-красный свет. Внезапно появилось облако длиною в 40 метров, и в его центре появился Мэн Хуцзы. Фиолетовая молния бушевала внутри облаков в симфонии громовых раскатов и ослепляющих вспышек света. Это выглядело так, словно Бог собирался покарать своей небесной молнией. Все присутствующие были полностью потрясены. Они давно слышали о жестокости небесной мины, но видели ее в первый раз. Это действительно было ужасно и заслуживало своей устрашающей репутации. Однако их нападения стали более жестокими после того, как стали свидетелями могущества небесной мины. Не обращая внимания на Мэн Хуцзы, зарождающаяся душа Ван Тиньмина взмахнула рукой, вызвав маленький фиолетовый меч. По вспышке фиолетового света зарождающаяся душа и маленький меч исчезли. Через мгновение он снова появился в 15 метрах над лекарственной таблеткой.
перемещение зарождающейся души. Другие 4 культиваторов были в шоке при виде этого. Это был не обман зрения, созданный удивительной скоростью, а настоящая телепортация. В отсутствие связи с телом зарождающаяся душа была способна на невероятные вещи. Однако все эти необыкновенные магические приемы наносили большой вред первородной Ци. Несмотря на то, что все культиваторы зарождающейся души знали эти методы, никто не желал использовать их. Но теперь, к большому удивлению каждого, Ван Тиньминь использовал один из лучших методов. Цзень и Ницинь мгновенно бросили своих противников и поспешно метнулись к небесной таблетке. Их противники, Тянь Цзы и старый фермер, мгновенно переглянулись друг с другом и выпустили несколько символических магических техник, не проявляя особых усилий, чтобы блокировать их. Таким образом, Цзень и Ницинь с легкостью смогли выбраться на свободу и стали снижаться. Зарождающаяся душа Ван Тиньмина хотя и не поворачивалась, она знала, что происходит позади нее. На лице младенца появилась усмешка, небесная таблетка практически была в его руках. Что они могли сделать, чтобы заблокировать его, как и ожидалось, зарождающаяся душа Ван Тиньмина несколько раз сверкнула, появляясь все ближе к радужному световому шару. Затем в воздухе появилась большая пурпурная рука и схватила радужный шар. Как только фиолетовая рука коснулась шара, он исчез, являя радужную таблетку. Не успел Ван Тиньмин обрадоваться тому, что схватил таблетку, как рядом с ним появились Цзень и Ницинь. Они не могли позволить Ван Тиньмину достичь своей цели. Цзень Инь яростно зарычал: «Ван Тиньмин, отдай таблетку». Огромное облако дьявольской Ци окутало зарождающуюся душу Ван Тиньмина, а также вокруг него сплелось бесчисленное множество лазурных световых нитей. «Неужели ты действительно способен удержать меня?» Рассмеялась зарождающаяся душа, и по вспышке фиолетового света исчезла из черного тумана и лазурного света, окружавшего ее. Он появился в 40 метрах от маленького пурпурного меча с насмешливым выражением. Но как только насмешливая улыбка появилась на его лице, она тут же превратилась в страх. Внезапно она подняла голову вверх, не веря своим глазам. В результате увиденного лицо младенца побледнело. Физическое тело Ван Тиньмина было в руках величественной фигуры, окружённой сверкающим золотым светом. Кто это мог быть еще, если не Мэн Хуцзи? Сейчас волосы Мэн Хуцзи были спутаны, а его одежда была в лохмотьях, что делало его вид довольно убогим. Тем не менее, золотые чешуйки, окружающие его тело, и его дьявольское выражение делали его похожим на злобного бога. «Невозможно! Как ты смог сбежать?» Ван Тиньмин был в недоумении, а глаза его застыли от страха. Властная буря фиолетовой молнии исчезла, оставляя на нем лишь несколько царапин. «Хех! Ван Тиньмин, сегодня не твой день. Как-то мне пришлось столкнуться со световым демоническим зверем. Хотя его тело было тяжело ранено, жемчужина поглощения молнии внутри его тела осталась полностью неповрежденной. Твоя небесная мина, несомненно, грозное оружие, но, поскольку большая часть силы была поглощена моей жемчужиной, так что она не представляла для меня большой угрозы, Мэн Хуцзи поднял руку, обнажив драгоценный камень, который мерцал фиолетовым светом. Затем, по взмаху руки, она исчезла. А теперь я буду считать до 3, а потом уничтожу твое физическое тело, если ты не отдашь мне небесную таблетку». Мэн Хуцзи не давал Ван Тиньмину время на раздумье. Одной рукой он схватил тело Ван Тиньмина, а другой схватил его череп и начал считать. Его руки засверкали блестящим золотым светом. Ван Тиньмин горько стиснул зубы. Хотя он и установил несколько ограничений на свое тело до появления воплощения зарождающейся души, теперь попало в руки врага, у которого был камень, поглощающий молнию. Он едва мог поверить в это. У него совершенно не было времени на раздумья. Если его физическое тело будет уничтожено, его зарождающаяся душа, несомненно, превратится в пыль. Он еще не достиг той стадии, когда его зарождающаяся душа могла существовать уединенно. Хотя культиватор зарождающейся души мог воплощать свою зарождающуюся душу, чтобы выполнить несколько необычных методов, редко кто рисковал вызывать воплощение души, поскольку это делало его тело уязвимым. Зациклившись на небесной таблетке, Ван Тиньмина поглотила жадность, и он был неосторожен, в результате чего он совершил такую серьезную ошибку. Когда Мэн Хуцзи неуверенно отказывался идти на компромисс, Ван Тиньмин почувствовал огромное раскаяние и начал быстро анализировать свои варианты. Но как только Мэн Хуцзи сказал «2», он стиснул зубы и бросил ему небесную таблетку. Ван Тиньмину ничего не оставалось, как сделать это. Хотя он и использовал перемещение зарождающейся души, чтобы схватить таблетку, его ждало такое драматическое развитие событий. Во взгляде Мэн Хуцзи мелькнуло волнение. Он взлетел вверх и поймал радужную таблетку, отбросив тело Ван Тиньмина по направлению к другой стороне светового барьера со всей своей силой.
Если бы никто не перехватил его, оно наверняка бы превратилось в мокрое место. Когда Ван Тиньминь увидел это, он был ошеломлен и испуганно выстрелил в его тело. К счастью, несмотря на то, что он был далеко, он смог перехватить тело, используя телепортацию. В этот момент Мэн Хуцзы воспользовался ситуацией и полетел к выходу, превратившись в полоску света. Дело не в том, что Мэн Хуцзы не хотел убивать Ван Тиньминя, а потому что Ван Тиньмин был мастером секты Тысячи Врат Просвещения. Если бы он действительно убил его, он стал бы целью культиваторов праведного Да. Кроме того, об этом бы стало известно безумной Матроне Тысячи Врат Просвещения, фигуре номер 1 праведного Да. Он был ей не соперником, поэтому не хотел, чтобы на него открывали охоту. Поскольку главным врагом дьявольского и праведного Да был Дворец Звезд, его интересовала только небесная таблетка. Увидев, что Мэн Хуцзы неожиданно приобрел небесную таблетку и собирался бежать, Тянь Цзы и старый фермер тут же последовали за ним. Цзень и Ницинь на мгновение были ошеломлены, а затем переглянулись между собой и последовали за ним, не желая принять поражение. Но прежде чем Цзень Инь вступил в погоню, он превратился в черное облако и появился над Хань Ли и Учжоу. Он холодно сказал: «Учжоу, оставайся здесь с Хань Ли. Я вернусь через мгновение. Я передаю тебе эти демонические трупы». Сказав это, перед Учжоу появились демонические трупы, а Цзень Инь исчез в воздухе. Таким образом, все культиваторы зарождающейся души погнались за Мэн Хуцзы. Каждый из них пробивал дыру в световом барьере на лестнице, неистово преследуя Мэн Хуцзы. Ван Тиньмин, который только что обрел контроль над своим телом, стиснул зубы и последовал за ними. Глава 489. Убивая Учжоу. Когда Ван Тиньмин заполучил небесную таблетку, Учжоу сдерживался костяным мудрецом. Он был не глуп, так что быстро понял, насколько он был слабее костяного мудреца. Кроме того, оказалось, что костяной мудрец отлично знал глубокое искусство инь, поскольку с легкостью мог отражать его атаки. Хотя это испугало Учжоу, теперь у него было 2 небесных трупа. Каждый из демонических трупов мог сравниться с культиватором на средней стадии формирования ядра. Несмотря на устрашающий вид костяного мудреца, теперь он не представлял для него большую угрозу. Более того, теперь Учжоу мог преподать ему урок. Как только старый эксцентрик покинул каменную платформу, он тут же зловеще улыбнулся, злобно взглянув на костяного мудреца. Как только все эксцентрики оказались внизу лестницы, костяной мудрец повернулся со злобным выражением на лице к Учжоу и 2 демоническим трупам. Он спокойно улыбнулся и сказал: «Хань Ли, этот человек является единственным потомком Цзень Иня. Если я убью его, Цзень Инь будет расстроен, ведь так шок мгновенно появился на лице Хань Ли, но его выражение быстро вернулось в норму. Затем он безразлично смотрел на костяного мудреца. Однако, когда Учжоу услышал это, и сомнения по поводу Хань Ли закрадись ему в душу. В то же самое время 2 демонических трупа исчезли из поля зрения. Учжоу сказал: «Хань Ли, ты все это время был с ним в сговоре. Вот почему он кинул нефритовый скипетр в твоем направлении. Что насчет того, когда вернется мой уважаемый дедушка, то он решит, кто его будет хранить». Услышав эти ложные обвинения в попытке захватить сокровище, Хань Ли был ошарашен. Было ясно, что Учжоу сейчас выльет на него все претензии. Хань Ли в самом деле почувствовал, что больше не имеет никакой ценности. Возможно, Цзень Инь уже втайне отдал приказ Учжоу убить его. С этой мыслью уголки губ Хань Ли дрогнули. В следующее мгновение вокруг него появилось много летающих мечей. Однако костяной мудрец опередил его. Взмахнув рукой, из его рукава вылетела огромная зеленая змея, которая выстрелила в пустое место, что привело к глухому удару. Вскоре после этого появился зеленый силуэт. Костяной мудрец ухмыльнулся и сказал с презрением: «Небесный демонический труп». Цзень Инь создал их просто невообразимое количество. Костяной мудрец тут же указал на демонический труп. В мгновение ока на его теле появился зеленый лотос, который стал буйно цвести, окутывая тело демонического трупа. Учжоу был очень поражен и поспешно приказал демонскому трупу освободиться. Но по какой-то неизвестной причине его связь с демоническим трупом демона была полностью разорвана, и он больше не мог его контролировать. В этот момент по его телу пробежал холодный пот. Не успел он подумать о том, что больше не может контролировать демонический труп, как перед ним появился костяной мудрец. На лице Учжоу была паника, он поспешно покрыл себя плотным облаком черной ци. В это же мгновение в его глазах вспыхнул ослепительный блеск, и он выплюнул изо рта маленький черный меч, который метнулся в костяного мудреца со скоростью молнии. Костяной мудрец усмехнулся, глядя на это.
Его ногти мгновенно увеличились на несколько сантиметров и превратились в острые бритвы, придавая ему ужасающий вид. Затем он потянулся к маленькому мечу и с легкостью поймал его. Лицо Учжоу побледнело, он не верил своим глазам. Он тут же попытался вернуть летающий меч, но костяной мудрец уже схватил его своими когтями со злобным выражением на лице. После множества попыток освободиться от его хватки, маленький меч превратился в черную пыль. Когда Учжоу увидел, что его магическое сокровище было уничтожено, он невольно выплюнул туман черной крови. «Невозможно», Учжоу успел сказать только эти слова, как костяной мудрец ударил его. Его призрачный коготь был окутан вращающимся зеленым ци. Учжоу был не в состоянии говорить, он тут же свистнул, приказав своему черному ци блокировать атаку, обмотав его вокруг себя в несколько слоев. В тот же момент его рука потянулась во внутренний карман, желая вытащить сокровище. Внезапно произошло нечто странное. По вспышке зеленого света призрачный коготь костяного мудреца покрылся вращающимся ци и пронзил несколько слоев черного ци Учжоу так, словно там ничего и не было. Учжоу с ужасом опустил голову и увидел, что коготь пронзил ему живот. Он, не веря своим глазам, пробормотал несколько слов. В следующее мгновение костяной мудрец рассмеялся и выпустил из своего когтя ужасающий зеленый огонь, который сжег тело Учжоу в мгновение оставив только черный расшитый шарф, кольцо и сумку для хранения. Поскольку у другого небесного демонического трупа больше не было хозяина, он внезапно появился рядом с костяным мудрецом по вспышке черного света. Его глаза были совершенно безжизненными, и он неподвижно стоял на месте, словно он был действительно мертв. Когда Хань Ли увидел это, он снова стал бояться этого старого дьявола. Теперь было ясно, что он не лгал, когда сказал, что хорошо знает слабое место глубокого искусства инь. Когда Учжоу использовал свою черную ци, чтобы блокировать атаку, это не произвело никакого эффекта. Но почему костяной мудрец решил убить Учжоу именно сейчас? Разве он не боялся, что раскроется таким образом Цзень Иню? Неужели он намеренно заставлял его сражаться, не давая ему выбора, кроме как бороться против Цзень-Иня вместе с ним? Встревоженный мозг Хань Ли стал мгновенно соображать. В следующее мгновение он уже подготовил свой медный пятицветный браслет. Если бы костяной мудрец напал на него, ему бы пришлось сражаться не на жизнь, а на смерть. В этот момент костяной мудрец уже собрал трофей от Учжоу и посмотрел на Хань Ли с таинственной улыбкой. «Почему это ты так смотришь на меня? Быстрее достань своего другого кровавого паука. Пока другие заняты Мэнхуци, мы не знаем, через сколько они вернутся. Неужели тебя не интересуют сокровища небесного котла?» Хань Ли был в шоке, услышав слова костяного мудреца. Он тщательно скрывал существование своего второго кровавого паука. Откуда он мог об этом знать? Он взглянул на труп погибшего кровавого паука. Какой еще кровавый паук? Мой духовный зверь убит старейшиной Дворца Звезд. Пока Хань Ли не знал, откуда костяной мудрец пронюхал про второго паука, Хань Ли не хотел сознаваться в этом. ГМ. Младший, я не желаю тратить на тебя время, поэтому я скажу тебе правду. Давным-давно я нашел пару кровавых пауков и оставил их на попечение моего другого ученика-предателя Цзень Бриллианс. Я собирался принести пауков в небесный зал и захватить небесный котел, когда они немного подрастут, но я не ожидал, что мои ученики предадут меня до того, как это случится. Поскольку у тебя был этот нефритовый талисман, я подумал, что твой кровавый паук из пары тех, что я дал Цзень Бриллианс. Возможно, ты не знаешь, что кровавые пауки обладают определенными особенностями. Даже если в гнезде будет много яиц, выживут только двое. Эти два паука наверняка будут самцом и самкой. Кроме того, они могут культивироваться до более высшего уровня только в паре друг с другом. Это мои личные наблюдения. В конце концов, нужно знать свойства духовного зверя, если собираешься увеличивать его ранг. Однако Цзень Инь не знал об этом. Он считал, что я приобрел самца и самку по воле случая. Поскольку ранг твоего паука был настолько высок, у тебя обязательно есть его пара. Ну так что быстрое объяснение костяного мудреца потрясло Хань Ли, поскольку он действительно не знал об этом. Похоже, что тот радужный скелет, которого Хань Ли нашел у транспортной формации, и был Цзень Бриллианс, но как это было взаимосвязано с императором и культиваторами острова Цзень-Иня, хотя ум Хань Ли был переполнен сомнениями, он облизнул губы и спокойно ответил: «Да, у меня есть еще один кровавый паук. Но почему я должен помогать тебе приобрести небесный котел? Что мне за это будет? Более того, начнутся толчки, когда паук будет поднимать небесный котел, разве это не привлечет внимание других? Это ускорит нашу смерть. Более того, мой паук с помощью 2 огненных питонов еле смог вытащить небесный котел, оставшемуся пауку не вытянуть его». С равнодушным выражением на лице произнес Хань Ли.
Хотя он тоже жаждал сокровища небесного котла, он подавил эту жажду, не позволяя сердцу туманить разум. Он не хотел умирать из-за жадности. Немного подумав, Хань Ли решил, что сейчас ему лучше бежать. Не дожидаясь ответа костяного мудреца, Хан Ли метнулся к выходу. Однако казалось, что костяной мудрец предугадал действия Хань Ли и сказал то, что заставило его остановиться. Глава 490. Повторное появление небесного котла. Костяной мудрец холодно сказал: «Младший Хань, неужели ты не хочешь войти в стадию зарождающейся души?» Наилучший эффект небесной таблетки заключается в том, что он очищает врожденные духовные корни культиватора формирования ядра, позволяя ему быстрее войти в стадию зарождающейся души. Хань Ли молчал несколько секунд, а затем повернулся. Он прищурился и с недоверием спросил: «Она может очистить мои духовные корни? Ты думаешь, что я совсем ребенок? Откуда могло взяться такое легендарное лекарство? Хе-хе, решай сам, верить или нет. Как ты думаешь, я прожил столько лет?» Тогда я захватил старейшину Дворца Звезд и выпытал у него эту информацию. Слухи о том, что эта пилюля может помочь прорваться через узкое место стадии зарождающейся души, что вызывает значительное увеличение его магической силы и может продлить жизнь, ложь. Это было доказано, когда мастер Дворца Звезд сам выпил небесную таблетку, костяной мудрец спокойно продолжил с небрежным выражением. Кроме того, ты уже заполучил девятицветный женьшень, который вместе с небесной таблеткой твои шансы на создание зарождающейся души увеличатся до 40%. Если ты подождешь еще 300 лет, чтобы приобрести небесную таблетку, у девятицветного женьшеня не останется полезных свойств. Это связано с длительным процессом очищения духовных корней. Чтобы получить максимальный эффект, нужно не более 40% на успех в создании зарождающейся души. У Хань Ли от волнения закружилась голова. Словно прочитав мысли Хань Ли, костяной мудрец улыбнулся и добавил: «Кроме того, ты напрасно беспокоишься о том, что подземные толчки будут заметны остальным. Этот световой барьер полностью изолирует это место от окружающей среды. Другие не смогут использовать свое духовное чутье, чтобы узнать, что здесь происходит. Вот почему еще этот барьер был настолько известен даже в эпоху древности. И если ты беспокоишься о том, что твой кровавый паук не сможет поднять котел в одиночку, то не забывай, что я мастер Цзень-Иня. И хотя я только демонический призрак, я все равно могу усовершенствовать трупы». Сказав это, костяной мудрец тут же открыл рот и выплюнул мерцающий световой шар к трупу кровавого паука рядом с алтарем. В мгновение густой, зеленый туман окутал труп паука. Через мгновение две половинки паука начали объединяться. Зеленый свет вспыхнул от точки разреза, и кровавый паук снова встал, слегка пошатываясь. Хотя внешне Хань Ли был совершенно спокоен, наблюдая за этим, внутренне он был в шоке. В мире культивации не было недостатка в необычных техниках. Была даже такая, которая могла мгновенно усовершенствовать труп. Костяной мудрец заставил труп паука сделать несколько шагов, а затем он повернулся к Хань Ли и уверенно сказал: «Моя техника усовершенствования невообразима, правда. Хотя усовершенствование трупа паука заняло так мало времени, он несколько слабее, чем при жизни, однако с помощью твоего живого паука у него не будет проблем, чтобы вытащить небесный котел. Я отдам тебе половину сокровищ небесного котел, но котел мой. Что скажешь, твои слова звучат красиво, но откуда мне знать, что ты не нападешь на меня, как только получишь небесный котел? В конце концов, твоя культивация и техники не ровня моей». Услышав слова Хань Ли, костяной мудрец внутренне обрадовался. Хотя тон Хань Ли был довольно суровым, было ясно, что он был готов согласиться, осталось только найти цену. Костяной мудрец улыбнулся и сказал: «Хань Ли, ты слишком мнительный. Насколько мне известно, в нашем прошлом сражении шансы были 50 на 50. Более того, такой бой не удастся закончить за короткий промежуток времени, что даст преимущество остальным. Я что, по-твоему, такой глупец, чтобы ставить на кон и свою жизнь тоже? Если ты поможешь приобрести мне сокровище, я передам тебе формулу усовершенствования девятицветного женьшеня в знак нашего искреннего сотрудничества». Сказав, костяной мудрец взмахнул руку и бросил в сторону Хань Ли белую нефритовую пластинку, окутанную древней аурой. Хань Ли быстро поднял руку и поманил к себе приближающуюся нефритовую пластинку, используя для этого шарик лазурного света. Костяной мудрец усмехнулся, глядя на чрезмерную осторожность Хань Ли, но ничего не сказал. Хань Ли быстро просмотрел содержимое нефритовой пластинки своим духовным чутьем. Хотя у него не было времени размышлять над тем, действительно ли эта формула была настоящей, в ней упоминался девятицветный женьшень, а также 3 дополнительных лекарственных ингредиента, о которых Хань Ли никогда прежде не слышал.
Немного подумав, Хань Ли взял нефритовую пластинку и поднял голову. Он спокойно посмотрел на костяного мудреца и сказал: «Хорошо, я согласен на эти условия. Давай как можно быстрее достанем котел». Поскольку Хань Ли согласился действовать, он не стал больше тянуть, поскольку это бы позволило их врагам получить больше времени для возвращения. Он тут же похлопал по своей сумке для хранения духовных зверей, заставив другого кровавого паука появиться. «Ты сделал правильный выбор», — взволнованно проговорил костяной мудрец, а затем подошел к отверстию и приказал трупу паука выпустить паутину на котел, начав приготовление. Хань Ли последовал его примеру и также приказал своему пауку выпустить паутину в небесный котел. Костяной мудрец бросил несколько разноцветных магических печатей на живого кровавого паука и сказал: «Давай быстрее. У нас мало времени. Хотя я не могу использовать технику берсерка в своей нынешней форме, я могу использовать другие техники, которые немного слабее». Внезапно живой кровавого паука снова как будто обезумел. Помимо кроваво-красной оболочки, поверх него стало переплетаться черно-зеленое сияние, что делало его вид еще более странным. Хань Ли нахмурился, но промолчал. В конце концов, без этого его кровавый паук не сможет достать небесный котел. Благодаря объединенной силе живого кровавого паука и воскрешенного, котел начал подниматься, сотрясая землю и сверкая вспышками синего цвета. Без защиты Лао Маньцинь Хань Ли мог полагаться только на себя. Он поспешно создал вокруг себя огненный барьер и активировал эмблему белого носорога до максимума. Рядом с Хань Ли появился слой лазурного сияния со слабыми искрами золота, смешанными внутри. Вокруг костяного мудреца внезапно образовался плотный слой зеленой ци, которая резко вырвалась из его тела, окутывая его плотным призрачным барьером. «Я еще могу держаться». Хотя ледяной ци уже окутывал его тело, Хань Ли чувствовал, как циркуляция истинного искусства владения лазурным мечом позволяла ему избежать замерзания. Теперь Хань Ли лично испытал на себе огромный разрыв между стадиями формирования ядра и зарождающейся души. Цини было достаточно взмаха руки, чтобы защитить его от холода, в то время как Хань Ли использовал всю свою силу. Хань Ли вздохнул и сосредоточился на отверстии, присматривая также и за костяным мудрецом. Несмотря на экстравагантные слова костяного мудреца, Хань Ли не мог терять бдительным в присутствии этого старого дьявола. С силой взбешенного кровавого паука небесный котел снова начал медленно подниматься. Но по какой-то неизвестной причине Хань Ли чувствовал, что это было невыносимо медленно по сравнению с предыдущей попыткой. Казалось, что каждый дюйм, который он поднял, длился мучительно долго. Это очень раздражало Хань Ли. Если кто-нибудь из старых дьяволов вернется и увидит это, беде не миновать. Костяной мудрец казался совершенно спокойным, в то время как синий свет, выходивший из отверстия, становился все более ярким. На лице старика стал появляться энтузиазм. Пока они смотрели вниз, их восприятие течения времени все более замедлялось. В отсутствие эксцентриков зарождающейся души Хань Ли чувствовал прилив сил, восторг и страх. Внезапно Хань Ли и костяной мудрец метнулись в небо, когда голубое пламя достигло края отверстия. Огромное синее пламя снова погрузило пространство в мороз. Глядя на мутную тень внутри ледяного огня, Хань Ли слышал, как его сердце стало биться все быстрее. Когда котел появлялся до этого, Хань Ли был сосредоточен на старых дьяволах, и у него не было шанса взглянуть на котел. Теперь он мог все видеть своими глазами.